В самом сердце леса часто царит спокойствие, которое обманчиво окутывает нас иллюзией гармонии. Однако, если бы у нас была возможность прислушаться внимательнее, мы бы заметили пропажу многих звуков, которые когда-то создавали уникальную симфонию живой природы. За последние десятилетия потери среди насекомых стали настолько масштабными, что ученые всерьез задумались о возможных последствиях. Природа, которая всегда бурлила жизнью и энергией, начинает терять свою музыку. Опытные исследователи и натуралисты все чаще говорят о феномене, который они называют тихим лесом. Этот феномен характеризуется заметным сокращением численности насекомых от мелких бабочек и пчел до более крупных жуков и цикад. Причем тревожит не только количество, но и разнообразие видов, которые исчезают или становятся редкими. Невидимые для большинства из нас, насекомые играют ключевую роль в поддержании баланса экосистемы. Визуально лес может показаться прежним, но на самом деле его обитатели отчаянно нуждаются в помощи. Многие из этих крошечных существ являются опылителями, которые необходимы для размножения растений и поддержания биоразнообразия. Без них нарушаются пищевые цепи, что может привести к необратимым последствиям для всей экосистемы. Исчезновение насекомых — это не просто проблема, это глобальная катастрофа, которую многие предпочитают не замечать. С каждым годом ситуация становится все более угрожающей. В следующей части мы попробуем узнать, почему лес молчит и какие скрытые угрозы угнетают его обитателей, обрекая их на исчезновение. Скрытая под покровом тишины, настоящая тайна леса волнует ученых по всему миру. Почему же насекомые, эти маленькие лесные музыканты, вдруг замолкли? Исследователи отмечают, что основной причиной может быть разрушение их естественной среды обитания. Масштабная вырубка лесов лишает насекомых их привычных мест обитания, где они способны находить пищу и размножаться. Густые заросли и изгибы деревьев, ранее служившие укрытием, исчезают с ужасающей скоростью. Кроме того, воздействие пестицидов и других химических веществ, используемых в сельском хозяйстве, оказывает губительное влияние на популяции насекомых. Эти вещества могут попасть в почву и источники воды, становясь смертельными для многих видов насекомых. Исследования показывают, что они не только уменьшают численность насекомых, но и снижают их способность к воспроизводству, что еще больше угрожает их выживанию. Климатические изменения также играют свою роль. Повышение температуры и изменяющиеся погодные условия влияют на жизненные циклы насекомых, нарушая их привычные миграционные пути и циклы размножения. Изменение климата и неустойчивые погодные условия могут внезапно уничтожить целые популяции, оставляя лес еще более безмолвным. Ученые не оставляют попыток понять, как комплекс этих факторов приводит к необратимому исчезновению насекомых. Пытаясь разгадать эту загадку, они используют передовые методы, такие как анализ ДНК и мониторинг биоразнообразия, чтобы обнаружить тревожные изменения в популяциях насекомых. Следующий шаг — выяснить, как действия человека влияют на этот процесс и какие скрытые угрозы продолжают угнетать и без того уязвимых обитателей леса. Вместе с тихим исчезновением насекомых уходит и их уникальная способность оживлять лес своей музыкой. Цикады, которые когда-то наполняли воздух мелодичными трелями, теперь встречаются все реже. Жуки и кузнечики, создававшие неповторимые ритмы, с каждым днем становятся частью истории. Однако потеря этих звуков — это не просто утрата эстетической составляющей леса. Это тревожный сигнал о том, что нарушается привычный порядок природы. С каждым пропавшим видом разрушается звуковая симфония, которую на протяжении тысячелетий создавали насекомые. Шелест крыльев бабочек, едва слышный шум полета стрекоз — все это формировало атмосферу, в которой растения и животные могли гармонично сосуществовать. Исчезновение лесных музыкантов ведет к серьезным последствиям для экосистемы. Без насекомых, которые опыляют цветы, исчезают и многие растения, а с ними и те, кто ими питается. Во многих регионах, где пестициды и загрязнения стали нормой, звуки насекомых все чаще звучат как воспоминания. В некоторых местах, даже в разгар лета, когда обычно лес наполняется множеством звуков, ныне царит тишина. Это молчание подталкивает ученых к поиску причин и решений, чтобы предотвратить дальнейшую потерю биоразнообразия. Исследователи во всем мире стремятся понять, как мы можем помочь восстановить утраченную симфонию. Они разрабатывают стратегии, чтобы предотвратить уничтожение насекомых и их среды обитания и вернуть лесу его музыку. В следующей части мы рассмотрим, как человеческая деятельность стала главным разрушителем этого хрупкого мира, угрожая самому существованию лесных музыкантов. Человеческая деятельность на протяжении многих десятилетий оказывает значительное воздействие на естественную среду обитания насекомых, меняя ее до неузнаваемости. Одним из наиболее разрушительных факторов является промышленное сельское хозяйство. Использование пестицидов и гербицидов, которые предназначены для борьбы с вредителями, часто имеет побочные эффекты, поражая полезных насекомых. Эти химические вещества могут уничтожать пчел, бабочек и других опылителей, которые играют жизненно важную роль в экосистемах. Кроме того, необдуманное применение таких веществ
веществ приводит к загрязнению почвы и воды, создавая токсичную среду для всех живых существ. Вырубка лесов и урбанизация также способствуют катастрофическому уменьшению численности насекомых. Постоянное расширение городов и сельскохозяйственных угодий приводит к уничтожению естественных мест обитания, превращая густые леса и луга в бетонные джунгли. В результате этого насекомые теряют возможность находить пищу, укрытие и подходящие места для размножения. Лесные массивы, которые раньше кишели жизнью, теперь становятся тихими и безжизненными. Транспортная система — еще один аспект, который оказывает пагубное влияние. Постоянное расширение дорог и развитие инфраструктуры ведут к фрагментации среды обитания насекомых. Массовое перемещение транспорта также связано с загрязнением воздуха, что изменяет микроклимат региона и негативно сказывается на жизненных циклах насекомых. Изменение климата, вызванное глобальным потеплением, вносит свою лепту в эту трагедию. Повышение температуры и экстремальные погодные явления, такие как засухи и наводнения, дестабилизируют привычные условия жизни насекомых. Все эти факторы в совокупности образуют серьезную угрозу для существования множества видов. Понять, как наши действия приводят к этой трагедии, это первый шаг к исправлению ситуации. Мы должны искать способы уменьшить наше воздействие на природу, чтобы сохранить биоразнообразие для будущих поколений. Впереди нас ждет рассмотрение еще более разрушительных последствий этой потери, когда мы исследуем, как исчезновение насекомых отражается на всех уровнях экосистемы. Лишенные привычного гомона насекомых, поля и сады становятся пустыми и безжизненными. Там, где раньше пчелы и бабочки с легкостью перелетали с цветка на цветок, теперь царит тишина. Без опылителей, таких как пчелы, большинство растений не смогут давать плоды и размножаться. Исследования показывают, что более 70% мировых культур зависят от опыления насекомыми. Это означает, что без этих крошечных союзников наше сельское хозяйство окажется на грани катастрофы. Фрукты, овощи и орехи — все это может исчезнуть с наших столов, если численность опылителей продолжит снижаться. Даже такие скромные культуры, как кофе и шоколад, в значительной степени зависят от опыления. Влияние исчезновения насекомых на продовольственные ресурсы человечества может стать катастрофическим. Экономические потери, обусловленные снижением урожая, оцениваются в миллиарды долларов в год, и эта цифра стремительно растет. Помимо сельского хозяйства, сама структура экосистем начинает изменяться. Без насекомых, которые играют роль строителей в природе, многие растения не удержат своих позиций, что в свою очередь повлияет на животный мир. Птицы, рептилии и многие другие животные зависят от насекомых прямо или косвенно. Птицы не смогут находить пищу, а многие виды рыб лишатся основного источника питания. Земля, лишенная насекомых, может превратиться в пустыню. Растительные обложки, которые обычно удерживают влагу и предотвращают эрозию почвы, исчезают вместе с насекомыми. Это, в свою очередь, угрожает глобальному климату, поскольку уменьшает способность лесов и полей поглощать углекислый газ. Такая ситуация требует немедленных действий. Мы должны задуматься о практиках, которые могут стабилизировать численность насекомых и вернуть их в экосистему. Следующая часть расскажет о мрачных предсказаниях ученых и о том, что ждет человечество, если исчезновение насекомых продолжится. Исчезновение насекомых влечет за собой цепную реакцию, нарушая баланс всей экосистемы. Эти крошечные создания играют ключевую роль в пищевых цепях, являясь важной частью рациона множества животных, от птиц до млекопитающих. Когда насекомые исчезают, те, кто ими питается, также страдают от нехватки пищи, что ведет к уменьшению их численности и в конечном итоге к исчезновению видов. Проблемы, вызванные исчезновением насекомых, не ограничиваются только животным миром. Без насекомых-опылителей растения теряют возможность размножаться. Это ведет к сокращению биоразнообразия и влияет на всю флору, изменяя всю биологическую структуру лесов, лугов и других экосистем. Такие изменения могут приводить к серьезным экологическим последствиям, включая эрозию почв и потерю плодородных земель. Более того, потеря насекомых затрагивает даже водные экосистемы. Личинки многих насекомых, таких как ручейники и поденки, служат пищей для рыб и других водных обитателей. Без них нарушаются водные пищевые цепи, что может привести к уменьшению популяции рыб, влияя на рыболовство и местные экономические ресурсы. Еще одна не менее важная функция насекомых — разложение органического материала. Они способствуют переработке мертвых растений и животных, возвращая питательные вещества в почву. Без них процесс разложения замедляется, что может привести к накоплению органических остатков, нарушая естественные биологические циклы. Такая цепная реакция подчеркивает важность насекомых для поддержания жизни на планете. Их исчезновение — это не просто потеря отдельных видов, а трансформация всей экосистемы, от которой зависят все формы жизни, включая человечество. В следующем разделе мы рассмотрим, что показывают данные исследований о масштабах этой проблемы и как ученые стремятся раскрыть ее истинные масштабы.
Цифры, отражающие исчезновение насекомых, поистине шокируют. Всего лишь за последние 30 лет численность этих существ сократилась примерно на 40%. Ученые, пытающиеся разобраться в причинах, предполагают, что если текущие тенденции сохранятся, то к концу 21 века мы рискуем потерять до 2/3 всех видов насекомых. Это ставит под угрозу не только разнообразие природы, но и всю экосистему. Однако это лишь вершина айсберга. Важной частью проблемы является то, что многие виды насекомых исчезают, прежде чем они будут даже открыты наукой. Время, которое уходит на описание новых видов, не успевает за темпами их исчезновения. Особенно сильно это заметно в тропических регионах, где биоразнообразие наиболее велико. Здесь данные показывают, что число исчезнувших видов может быть в несколько раз больше, чем в северных широтах. Среди исчезающих пчелы и бабочки, которые выполняют критическую функцию опыления. Потеря этих насекомых грозит многомиллионными потерями в сельском хозяйстве. Эксперты предупреждают, что даже небольшое снижение численности опылителей может привести к значительному уменьшению урожайности культур. Исследования показывают, что такие потери могут достичь нескольких миллиардов долларов ежегодно и будут продолжать расти, если не принять меры. Но еще более тревожны данные о влиянии исчезновения насекомых на другие виды животных. В результате сокращения популяции насекомых многие птицы и мелкие млекопитающие уже испытывают трудности с выживанием. Исследования в области орнитологии указывают на существенное снижение численности птиц, питающихся насекомыми. Такие потери, выходящие за рамки одних только насекомых, подчеркивают масштабы экологической катастрофы, разворачивающейся на наших глазах. Эти цифры являются тревожным напоминанием о хрупкости нашей экосистемы и необходимости срочных действий. Однако не все потеряно. В следующей части мы обсудим новейшие научные открытия, которые могут вернуть надежду и помочь изменить ситуацию, если действовать быстро и решительно. Лаборатории по всему миру стали эпицентром исследований, направленных на раскрытие тайн исчезновения насекомых. Ученые используют передовые технологии, чтобы понять, что именно происходит с этими крошечными существами. Одним из наиболее значительных методов является анализ ДНК, который позволяет выявить генетические изменения, происходящие в популяциях. Это помогает ученым определить, какие виды находятся под наибольшей угрозой и как они реагируют на изменения в окружающей среде. Кроме того, разрабатываются новые методы мониторинга биоразнообразия с применением автономных датчиков и дронов. Эти устройства могут собирать данные о состоянии популяции насекомых в различных регионах, предоставляя точную информацию, недоступную ранее. Такие технологии позволяют составить карту исчезновения насекомых и отследить тенденции в реальном времени. Еще одна важная область исследований — это влияние химических веществ на насекомых. Ученые проводят эксперименты по оценке токсичности пестицидов и гербицидов, чтобы понять, как они влияют на жизнеспособность насекомых. Оказалось, что многие вещества разрушают нервную систему насекомых, уменьшая их способности к размножению и выживанию. Понимание этих механизмов поможет создать более безопасные для насекомых химикаты. Также изучаются альтернативные методы повышения численности насекомых. Например, разведение насекомых в условиях контролируемой среды может стать эффективным способом восстановления их популяций. Ученые разрабатывают технологии выращивания опылителей, таких как пчелы, в искусственных условиях и их последующего выпуска в дикую природу. Результаты этих исследований дают надежду на то, что мы сможем изменить ситуацию и вернуть природу ее баланс. Однако для этого необходимо объединить усилия на глобальном уровне и внести значительные изменения в подход к сельскому хозяйству и охране окружающей среды. Исследования продолжаются, и новые открытия обещают пролить свет на пути спасения насекомых, которые так необходимы для здоровья планеты. С исчезновением насекомых перед человечеством встает мрачное будущее, полное угроз и перемен. Пищевые цепи, которые обеспечивают выживание множества животных, включая человека, подвержены серьезной дестабилизации. Птицы и рыбы, зависящие от насекомых как от источника питания, теперь сталкиваются с нехваткой пищи, что угрожает их популяциям. Недостаток опылителей, таких как пчелы и бабочки, уже ставит под угрозу производство продуктов питания. Без этих ключевых видов сельское хозяйство может понести потери, выражающиеся в миллиардах долларов. Это, в свою очередь, приведет к нехватке продовольствия и существенному росту цен на основные продукты. Проблема затронет не только фермеров и потребителей, но и станет глобальным вызовом для экономики. В дополнение к этому, потеря насекомых угрожает и экологической устойчивости. Биологическое разнообразие, на которое опираются экосистемы, находится под постоянной угрозой. Земли, потерявшие своих строителей, насекомых, предрасположены к эрозии, что сокращает плодородную почву и ухудшает климатические условия. Климатические изменения усугубляются исчезновением насекомых, так как биоразнообразие играет важную роль в регулировании углеродного цикла. Как только насекомые исчезнут, растения, которые они опыляют, тоже перестанут существовать. Это приведет к уменьшению зеленых насаждений
растений, которые абсорбируют углекислый газ, усиливая тем самым негативные климатические последствия. Без насекомых также нарушается естественное разложение органических материалов. Леса и поля, лишенные этих санитаров, перестают функционировать как необходимо, что может привести к накоплению органических остатков и ухудшению почвенного качества. Задача ученых и политиков — предпринять срочные меры, чтобы спасти насекомых и предотвратить угрозу полного коллапса экосистемы. Понимание и действия нужны как никогда, чтобы справиться с этой невидимой, но критически важной катастрофой, угрожающей самому нашему существованию. Несмотря на мрачные прогнозы, надежда все еще существует, и ученые уже разрабатывают стратегии, чтобы предотвратить окончательное исчезновение насекомых. Одним из самых важных шагов является восстановление их среды обитания. Создание природных заповедников и восстановление лесов могут предоставить безопасные убежища, где насекомые смогут размножаться и увеличивать свою численность. Такие места могут служить буферами, защищающими их от негативного воздействия пестицидов и изменения климата. Сокращение использования химических удобрений и пестицидов также является важной задачей. В последние годы поднимается вопрос о переходе к более экологичным методам ведения сельского хозяйства, таким как органическое земледелие. Это не только помогает сохранить биоразнообразие, но и улучшает качество продуктов питания. Ученые призывают фермеров и агропромышленные компании пересмотреть свои методы и внедрять более безопасные для окружающей среды технологии. Мониторинг популяции насекомых с помощью дронов и датчиков позволяет более точно отслеживать изменения и адаптировать меры защиты. Это помогает мгновенно реагировать на угрозы и предотвращать снижение численности видов. Программы по разведению насекомых в контролируемых средах также набирают популярность. Выращенные в лабораториях опылители могут быть выпущены в дикую природу, чтобы усилить естественные популяции и возродить симфонию леса. Мы можем внести свой вклад в спасение насекомых, сажая местные виды растений, которые привлекают опылителей. Это позволит создавать небольшие оазисы для насекомых даже в городских условиях. Образование и повышение осведомленности населения о важности насекомых также играют ключевую роль в изменении отношения к ним. Только общими усилиями мы можем вернуть гармонию в экосистему и сохранить эту важнейшую часть жизни на Земле.